Приветствую вас всех, садоводы и огородники моего канала, и сегодня я вам покажу, чем я обрабатываю многолетние астры от болезней. У меня, как видите, начинает уже появляться мучнистая роса, это такой белый налет на листьях астры. Вот видите, я вам сейчас показываю, вот такой вот белый налет, это и есть мучнистая роса. Мучнистая роса – это основное заболевание многолетних астр. Практически, несмотря на то, что мы их сажаем на проветриваемых участках и кусты не загущаем, все равно эта болезнь всегда появляется практически на астрах. На листьях и стеблях появляется белый налет, в нижней части куста листья становятся жухлыми и коричневыми. Со временем они опадают, заболевание продвигается все выше и куст оголяется иногда даже до половины. Причины заболевания мучнистой росой у многолетних астр так же, как и у большинства садовых культур. Высокая влажность и загущенность посадок. При правильном размещении астры болеют меньше. Что мы можем предпринять в этом случае? Обязательно оборвите все сухие желтые листья на астрах снизу, чтобы куст стал проветриваемый. Ну, как видите, у меня куст небольшой и проветривается, но все равно, как видите, болезнь появилась. Поэтому не жалеем, все нижние листья удаляем. Что еще мы можем предпринять? Естественно, необходимо снизить количество поливов многолетних астр. После того, как я удалил нижние листья, убрал сухие листья, обязательно рыхлим почву, для того, чтобы у нас земля быстрее просыхала и кислород поступал к корням астры. Вот такое количество засохшей и желтой листвы с белым налетом мне удалось убрать с 4 листов. Обязательно эту листву либо сожгите, либо выбросьте. И, кстати, вот такая вот крапива у меня в огороде появилась, забивает весь огород. Откуда она взялась, не знаю. Какими препаратами можно обработать наши астры от мучнистой росы? Ну вот, к примеру, фитоспорин. Продается он в пасте и в порошке. И, как видите, здесь написано от мучнистой росы. Пожалуйста, можно использовать фитоспорин. Я буду использовать тоже очень хороший препарат, который называется Скор. Как видите, здесь тоже от разных болезней и, естественно, от мучнистой росы. С обратной стороны у нас очень удобная таблица, как разбавлять этот препарат. Здесь у нас ампула 1 мл находится. Разводится она на 2 или 5 литров воды в зависимости от чего вы будете применять этот препарат. Согласно инструкции, необходимо этот препарат развести 1 мл на 5 литров против мучнистой росы. Я же буду использовать 3 литра воды. Вот у нас находится вот такая ампула, как видите, на ампуле написано Скор. И теперь я ее сейчас открою и разведу в воде. Все, я открыл ампулу и теперь выливаем все содержимое в воду. Как видите, вода у нас сразу побелела. Теперь необходимо все это тщательно перемешать. Почему я этот препарат развел не на 5 литров, а на 3 литра? Просто чтобы этот препарат был немножко эффективнее. Не переживайте, с вашими астрами ничего не случится. Я уже этот способ проверял на других своих цветах, и у меня все было в порядке. Заправил я свой опрыскиватель и теперь тщательно начинаем обрабатывать астры этим препаратом. Стараемся опрыскать не только верхнюю листву, но и нижнюю. Стараемся опрыскивать как с наружной стороны листа, так и с внутренней. Опрыскивание растений производим либо в утренние, либо в вечерние часы, чтобы избежать попадания прямых солнечных лучей, чтобы не обжечь нашу листву. Желаю вам всем красивых огородов, подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх. Всем пока-пока.